Мы сейчас, друзья, продолжаем серию видео про болгарку. Что болгарка — это незаменимый инструмент. Она вообще везде используется. Вот для черновых работ это самый такой подходящий инструмент, чтобы, допустим, снять большую часть металла. И ее даже на резцедержку, на токарный станок ее приспосабливают, прикрепляют и обрабатывают. И вот я просто хочу показать в этой серии, что без болгарки нам даже вот резец в домашних условиях, черновая работа, снимать много, болгарка незаменимый инструмент. Она вообще, если делаете дома в квартире ремонт или что-то там, какие-то у вас детали, она у каждого в хозяйстве практически есть. В деревне, наверное, у каждого мужика есть болгарка. Как можно дома фрезеровать в домашних условиях и шлифовать всевозможные заготовки. И вот в чем у меня случилась проблема. Вот у меня резец 16 миллиметров. Да, 16 миллиметров. Станочек у меня маленький. Туда резцедержатель влазит до 10, то есть 10 миллиметров максимально. 8 миллиметров оптимально. То есть вот хочу сделать из этого резца, чтобы он высотой, вот она у него высота. Мне надо, чтобы он залез в мою резцедержку. Она 8 миллиметров, а тут 16. Нужно убирать 8 миллиметров. И как это сделать? Ну, можно подумать так вот логически. Ну, взять вот снизу 8 миллиметров и убрать. А лучше сверху. Лучше сверху даже, потому что тут же будут эти затягивающиеся болты. Сверху взяли и вырезали. А вообще вот по-правильному нужно сделать что? Нужно убрать с двух сторон соосно. Чертилка, штангенциркуль с победитовыми наконечниками специально взял. С каждой стороны нужно нам взять по 4 миллиметра и убрать, чтобы попасть в размер. Вот отмеряем. Это у нас черновая работа. Будем сначала спиливать болгаркой. Сразу на наждаке 4 миллиметра, но это очень долго. Это вот смотрите сколько. Это мы берем вот так вот. Да, вот 4 миллиметра. Такая толщина, это вот. С одной 4, с другой 4. Ну, это, наверное, часа на 3, а то и как не больше работы. Пылище до потолка, респиратор, очки. И как космонавт, вот сиди в них часа 3, наверное, 4. Плюс потом подгонка еще все равно будет. Так что лучше вот такие работы производить болгаркой. Мы возьмем сейчас по 2,5 миллиметра с каждой стороны. Смерил я 2,5 миллиметра. И теперь прочерчиваем сверху и снизу. Это просто наглядный пример резец. Не было у меня никакого квадрата, просто квадрата. Ну и резец, ну чем не квадрат тут. Все вполне ровно отфрезеровано. Тут нужны ровные грани. И чертим. Вот мы нашей вверх прочертили. Державка сталь, по-моему, 45-40 Х. Что-то такое. Твердая. И вот что у нас получилось. Вот смотрите. Вот они. По 2 грани. Мы все равно пилить будем четко по грани. Давайте еще посильнее. Это вам не видно, поди. Хорошая штука вот эта на пайке. Еще. Вот, сейчас все видно. Вот смотрите. Вот верх и низ мы будем убирать болгаркой. А для того, чтобы точнее нам это сделать, мы, конечно, зажмем в тиски. То есть болгарка с тисками само то. Сейчас мы зажмем. А то я все про болгарку, а в руки еще ее даже и не взял. Зажимаем посильнее. Вручные, вот у меня есть ручные тиски, это, конечно, не пойдет. Вот взяли, берем сейчас нашу болгарку. Одели миллиметровый диск. Можно 0,8. На 0,8 он, кстати, режет очень хорошо. 0,8 есть тоже, но быстро диски кончаются. Вот миллиметр самое идеальное. Вот вам я рекомендую для реза.
Все, и мы вот по черте и поехали болгарочкой. Сначала вот, как ей делать? Прокатили, создали рисочку тихонечко. Болгарку лучше с регулировкой еще оборотов иметь, вот что. То есть я поставлю на единичку, прогоню вот эти полосочки. Тесочки можно и прикрученные к столу, но это я просто взял наглядные. Их все равно нужно закрепить. Вторую тоже прочерчу разок по линии, обратно. Сделаю бороздку и потом уже начну тихонечко пилить. Все равно, когда буду пилить, неровности будет. Почему я по 2,5 мм и взял. Будет все равно волна. Четко вы не попадете. Вы не фрезерный станок. Откручиваю. Вы не фрезерный станок, волны будут. И что нам потом делать? Это я просто показываю, вот как вот фрезерные работы с болгаркой. Для чего она нужна, если дома хотите металл, допустим, отфрезеровать. И без нее не обойтись. Но если уж совсем мелкие работы, можно, конечно, обойтись, но желательно лучше с ней. И у вас будет меньше проблем и больше времени свободного. Потом берете, когда отрезали эти две полосочки. Вот таким вот образом закрепляете на станок. Но это заодно это как вот фрезернуть металл. Как мы собирали вот этот станок, можете пройти, посмотреть по ссылке в описании. Там камень. Теперь я беру полосочку металла. Закрепляю это все дело ровно на станке. Сейчас закреплю, посмотрите. Просто это такое, как бы, хорошее, интересное. Вот это вот. Вот теперь подгоняете под резец. Тут неровные волны. Подгоняете под резец. То есть смотрим. Еще полосочку подадим вперед. Подаем. То есть резец не прижимаем. Немножко там вот как бы небольшой прижимчик есть. Струбцину зажимаем. Ну, струбцина, ручные тиски. Практически одно и то же. И начинаем на наждаке убирать вот эти волны. Понимаете? То есть сюда-сюда вот это. Практически вот вы уходите за эту полосу и постоянно штангенциркулем размер. А вот еще забыл сказать, как вот берете, сейчас уже берем мы 4 миллиметра наши, вот вместо 2,5 мы по нему отрезали, все померили, 4 миллиметра. Дальше мы дочерчиваем, вот забыл вам сказать. Ладно, раз там прогнали на станке, все равно. Берем 4 миллиметра и дочерчиваем до 8. Нам же надо убрать по 4 с каждой стороны. То есть первой полосы уже нету, мы ее уже болгаркой нашей. То есть грубые работы мы сделали вот этой машиной незаменимой в домашнем хозяйстве. И вторую полосу тоже 4 миллиметра. Сейчас мы вот эти, значит, полосы проходим все. Практически выходим вот до второй полосы. Первой у нас нет уже, представьте, как я уже сказал. То есть равняем одну, вторую сторону. То есть вот до конца проходы на месте не тормозим. Заодно и как вот шлифовать тоже хорошая штука. Вторая часть, одна, вторая часть. Практически вышли мы в ноль до этой полосы. Мерим. У вас 8,2, 8,3 миллиметра. И теперь убираем все это дело. Мы берем вот такую штуку. Это вот как фрезеровать при помощи болгарки. Видео. Такую притирочную плиту, ровная, нержавейка, без каких-либо волн. Берем наждачку, берем фломастер. И как же нам теперь сделать ровно, полирнуть?
Чертим вот такие вот рисочки. Можно даже закрасить краской. Вот такие вот мы сделали с одной стороны. И сделали с другой стороны. Не стал резать, показывать, как бы вот рез, вот это все. Слишком долгое видео будет. Я столько вашего времени займу. Все, вот мы сделали. Я наглядно покажу. Это раз-два попробуйте, и все пойдет. Даже с первого раза все пойдет. Тут ничего сложного. Берем. И вот такими вот движениями, восьмерочками. Ну, лист можно потолще, вон у меня. Что было, то взял. Наждачка примерно 180 для начала пойдет для грубых работ. Все вот эти ниточки. Все ровно, плита ровная. Обязательно ровную поверхность надо. На керамической плитке, конечно, можно, но она все равно небольшие неровности имеет. Там всякие наплывы бывают, бывает неровная плитка. И вот такими вот движениями, то есть эту наждачку прижимаете, вот такими вот восьмерочками, раз, 8, 2, 8, в одну сторону, в другую, то есть цифру 8 рисуете, восьмерку. И смотрите по мере стирания. И обязательно мерите. Смотрим притирку. Если вот здесь фломастер ушел, вот на этой части, а вот здесь вот он остался, значит вот это бугор. Значит надо сносить, пока полностью всю плоскость не зацепит. И точим 8, 8 рисуем. С другой стороны 8, 8. Чертим, мерим размер. Чертим, мерим. Ничего страшного, что там несколько там соток будет там разница. Даже не соток, ну пусть там десятку. Для токарного станка в принципе это там, ну, не слишком важно. Даже сотки они не важны. Это резцедержка. Сильно на рез это практически влиять не будет. И все, и выходите на свои 8 миллиметров. И что мы подводим итог? Что в домашних условиях при помощи болгарки нам без фрезеровки практически не обойтись. Да и не практически, а просто не обойтись. Вот, как я уже сказал, незаменимый инструмент в домашнем хозяйстве. Можете посмотреть мои видео про болгарку по ссылке в описании. Всем хорошего дня, спасибо за внимание. До свидания.